Есть 3 кита, на которых держится успех сочинца. Это халупа, в которой ты живешь, шикарная квартира, которую ты сдаешь, и какая-нибудь шашлычка с магазинчиком у дома. Ну, конечно, у тебя должна быть крутая тачка. Эй, заходи, девушка, я тебе шашлык-машлык. Салат за 600 рублей. Даже боишься его заказать, потому что вдруг говно. Хочется запихать их в автобус и сбросить с горы. Я здесь рожать не буду, меня угробят. Я умру в родах. Такая сяду царица, и все тут ко мне побегут. Друзья, привет! Меня зовут Саша, это мой канал «Ближе», и я оказалась на майские праздники в Сочи, как и другие 230 тысяч человек россиян. Признаюсь, это оказалась не очень хорошая идея, потому что в этот период много людей и очень высокие цены. Но я сняла выпуск про тех, кто сюда переезжает. Это стало прям каким-то трендом последних лет. Очень многие едут именно в Сочи или просто в Краснодарский край. Мне стало интересно, почему же так происходит. Что же привлекает людей в этом городе? Я сняла 3 истории переезда в этот город. У меня есть такие знакомые, кто сюда переехал. Если у вас тоже есть, обязательно напишите, поделитесь, как вам кажется, что людей привлекает в этот город. Подписывайтесь, комментируйте. Приятного просмотра. Очень спонтанно. Это было в 2013 году. Мне было 23 года. И мы с мужем, отработав год вот после университета, приехали сюда отдыхать. Мой папа здесь на тот момент жил, наверное, еще года не было. Мы приехали к нему отдыхать, и такие что-то... Тут тоже начался такой движняк, это же 13-й год перед Олимпиадой, здесь везде была перекопана стройка, все какие-то как муравьи бегали. А дело в том, что я переводчик по образованию, у меня англо-корейское отделение, и муж переводчик, у него китайско-английское. И мы познакомились с несколькими ребятами из Олимпийского комитета, они говорят: боже мой, только вы нам и нужны. Я говорю громче, чем ты, противная собака. Ребята из Олимпийского комитета предложили несколько вакансий. Говорят: ребят, контракт 4-месячный, месяц 100 тысяч. Поехали? А я с Красноярска, и муж тоже. И мы такие, где 20 тысяч, это максимальная, наверное, по нашим меркам, потому что мы только закончили университет, зарплата, и мы такие: 100 тысяч! Эти невероятные деньги! Надо ехать. У нас не было никогда своей недвижимости, мы всегда все снимали. И муж просто продал машину, взял деньги с машины и приехал сюда. И 2 недели ходил по собеседованиям. Причем так ходил интересно, он везде говорил: я не один, я еще вот с своей второй половинкой. Вопрос: зачем он ходил по собеседованиям, когда нам уже предложили вакансии? Мой очень продуманный муж говорит: Ань, это 4 месяца. Представляешь, сколько людей сейчас приедет? Это же краткосрочный контракт. Надо найти что-то на долгосрочное. Да, он страшный стратег. Прилетела, приземлилась, и в этот же момент у меня вот просто звонит телефон, и мне звонит мой будущий начальник из Хаята. Хаят — это сеть отелей, да. Он говорит: нам нужен переводчик, мне нужен личный ассистент в отдел ресторанной службы. Твой муж про тебя уже все рассказал, в понедельник я жду тебя. Я такая: здравствуйте, хорошо. Вот через 3 дня я вышла на работу. Я не искала работу ни разу. Муж в это время устроился в «Кокос», это бар тут такой, он всю жизнь в ресторанной сфере. Собственно, 6 лет в итоге там отработал это, я тебе уже наперед рассказываю. Так мы и переехали. Жили мы здесь немного где, мы в одном примерно районе. Дальше так все складывалось классно, была Олимпиада, было офигенно. Это такие ощущения. Каждый раз, когда я вспоминаю Олимпиаду и чемпионат мира по футболу, у меня вот прям такой, знаешь, духоподъемное ощущение. Потому что очень много людей интересно. Да, потому что просто такой, знаешь, как это, вайб сейчас модно говорить, потому что очень крутые ощущения. Ты вот находишься в каком-то, в атмосфере все время праздника. Вот ты проснулся и там: ой, сейчас надо поболеть за вот своих, да, там, ой, сейчас будет здорово. В общем, для меня это были супер какие-то события. И как раз, видимо, настолько супер, что в этот момент я забеременела. На радостях, так сказать. Дальше гормональная моча мне стукнула в голову, и я решила, что все, медицина здесь ужасна. На тот момент здесь, правда, было все очень критично, мало было частных клиник, я никого не знала, это важный фактор. Я подумала, что я не справлюсь, а в Красноярске у меня тетя серьезный врач,
И именно в врачебном медицинском плане у меня всегда все было понятно, закрыто, и лучшие врачи города мне всегда помогали. Я думаю, нет, я здесь рожать не буду, меня угробят, я умру в родах. Поэтому мы вернулись в Красноярск. Мне кажется, что я уже зеленая тоже жопа, но я просто не буду ерзать. Сижу на месте, все. Это Кристина, я потом тебя подпишу. Кристина здесь фотограф. Кристина, расскажи, как давно ты переехала, откуда ты переехала, как тебя угораздило? Ну, если так говорить, то я, получается, экспат. Я переезжий человек из другой страны. Я из Беларуси родом. Я в университетское время работала в ночном клубе официантом, барменом, потом перед Олимпиадой в 2013 году мне предложили сюда приехать поработать. Именно вот в общепите. В общепите? Да. Ну, я уже тогда занималась фотографией у себя в Беларуси. Ты тогда только прям, мне кажется, я только купила камеру, ну, меньше года, наверное, было. И это было типа а-ля подружек пофоткать. Я за 4 дня собралась со $100 в кармане. Я еду на работу, я знаю, что у меня там через 2 недели аванс придет, ну, за работу, что мне предоставляют жилье, я живу как бы, пусть в общежитии, как бы там с кем-то еще, но как бы у меня есть жилье. Ты жила здесь наверху или внизу? Нет, я жила внизу первое время, первый год, даже меньше, наверное, чуть-чуть. И там вот на побережье вот такое вот типа: «Эй, заходи, девушка, я тебе шашлык-машлык». И ты в раю. Сочи, 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 сексуальный очень. Каждый в Сочи мачо, даже не атлет. Для меня это тоже был первый год, когда я переехала, был типа шок, знаешь, тебе, сука, на шаверме просто майонезом имя с сердечком рисуют. Ну вот такой это курятник, ну как бы. Тебе в каждой: девушка, у меня есть колечко для вас, колечко такое красивое, там браслетик еще на армянском просто, и они прям тебя просто за руки просто тащат к себе в это окошко и начинают на тебя навешивать такое: мне не надо, отстаньте просто. В общем, жила в курятнике, снимала у нас был дом, в котором были разные комнаты, ну то есть там кто-то жил вдвоем, кто-то вчетвером жил. Мне повезло, я жила вдвоем с девочкой. Потом я переехала на съемную квартиру в Сочи. Была бомбическая квартира с окнами в пол, с большим балконом, на котором можно было прям загорать, вот не уходить. Сочи, да, в центре Сочи, за вокзалом жила, прям 11 этаж был из 14, это был прям вид просто космос. Но я долго там не прожила, я переехала обратно в Поляну. В Поляне жил молодой человек на то время. Он здесь был командировочный из Петербурга, занимался, собственно, стройкой к Олимпиаде. Им сказали, что все, ваша работа здесь окончена, мы переводим вас обратно в Петербург, в основной офис. Я сказала, что я не поеду в Питер жить. Он поехал в Петербург, уволился и переехал сюда, его позвали в фирму работать. Мы сняли квартиру здесь, в Поляне, в которой мы вот сейчас уже живем, пошел 7-й год. Саша, привет! Меня зовут Катя, мне 30 лет. Я переехала в Сочи из города Ижевск. Переехала я в Сочи не так давно, буквально 3-3,5 месяца назад. Потому что я люблю хорошую погоду, люблю солнышко, люблю голубое небо, люблю воду, люблю море. Мне очень важно, вот, чтобы рядом был водоем. Вообще никогда не думала о том, что я возьму такая и перееду из своего собственного города. Всегда была уверена, что вот мое место здесь и только здесь. И где-то 2 года назад я начинаю понимать, что мне будто бы тесно, мне некомфортно. Я хочу подольше лета, потому что в моем регионе лето — это буквально 2 недели жары неожиданной такой, и все. Потом снова пасмурно, холодно, снег. Я поехала в 2019 году в Сочи просто туристом. Мы с подругой гуляли много здесь, везде все изучили, катались. Я была в восторге вот от этих гор, от этих белоснежных вершинок, от того, насколько многообразна здесь природа, когда в мае расцветает все, и такие вот цветочки. Внизу цветочки такие красивые, а вверху еще снежные горы. И вот это вот такой контраст природный, он прямо меня вдохновил. И потом я уже начала искать какое-то новое место, куда бы я хотела переехать. Я поехала в Крым на 1,5 месяца, но любви не произошло. То есть было хорошо, потрясающее море, было тепло. Потом я поехала уже в Сочи в декабре.
на свой день рождения, чтобы встретить 30 лет здесь. Я встретила 30 лет здесь, в горах. И когда я гуляла по улицам Сочи, я понимала, что вот тут я чувствую, я вижу себя. То есть вот я иду, и я понимаю, что вот эти улицы мне знакомы, мне здесь приятно, мне здесь хорошо, я чувствую дом. Потом вернулась за каким-то легким разговором с подругой, я ее спрашиваю, а что вот ты хочешь дальше? Она говорит, я хочу переехать в Сочи. Я говорю, слушай, я тоже хочу переехать в Сочи. Она говорит, значит, переедем. И буквально месяц, и мы переехали вместе. Причина переезда была в первую очередь экология, потому что у меня астматические всякие синдромы были, и мне плохо там было. У нас 4 завода, которые вокруг города. Ну, по факту сложилось все классно, да. Но были предпосылки как раз в том, чтобы уехать в принципе из Красноярска. Мы не собирались там задерживаться изначально. Глава 2. Беременная. Я вернулась вместе с мужем в Красноярск, где мой абсолютно подавленный и несчастный муж, который совершенно не хотел отсюда уезжать, начал искать работу, быстро нашел тоже управляющим в ресторанном комплексе и получал зарплату в 35 тысяч рублей. Когда ты уже привык на другой планке финансовой жить, ну это очень критично. Да, в Красноярске дешевле недвижимость. В принципе, немного дешевле, мне кажется, все-таки жить. Но когда у тебя появляется ребенок, у тебя там дополнительные расходы, и эти 35 тысяч были просто критически унизительными для него. Наступил ноябрь, сына я родила в августе, я родила его там, сложно, критично, и я думаю, это хорошо, что я его все-таки рожала в Красноярске. Наступил ноябрь, и тут моя моча, видимо, отхлынула, я поняла, что я натворила. Потому что очень холодно, грязно, я могу выйти с сыном 5 минут на улицу. Это вообще не для детей город абсолютно. Ну, мне так казалось. Ну, и я по-прежнему так думаю. И что я говорю? Ну, все, Филипп, давай возвращаться. Вот надо ему отдать должное, что он такой спокойный абсолютно человек. Он говорит, ну, хорошо. То есть он, хорошо сказал, чтобы уехать, хорошо, чтобы вернуться. Так все круто сложилось, что эти полгода его ждали на работе, никого не взяли на его место, и он вернулся туда же, где он и был. Я вернулась, там еще будучи в декрете, да, потом еще, наверное, год пробыла в декрете, когда сыну исполнилось 2, я вернулась в Хаят работать точно так же, это суперкомпания, и если вы когда-то думаете начинать свою деятельность в какой-то такой вот международной компании, очень желаю попасть в какое-то такое русло, потому что там круто, все здорово, но в какой-то момент я понимаю, что я работаю с 9 до 5, бегу в садик, это сокращенный день у меня был, потому что у меня маленький ребенок до 3 лет, бегу в садик, забирать ребенка в частный, естественно, постоянно ищу парковку, у меня постоянно какой-то стресс, я все не успеваю, я просто лежу, мы играем в Ленина вечером, потому что я 0 абсолютный. И мне это все очень наскучило. И я поняла, что все, я без ресурсов, я выжатый лимон. Ребенок все время болеет. Недельку мы ходим, 2 недели болеем. И, в общем, я уволилась. Абсолютно никуда. И ходила месяц, вот сейчас я всем рассказываю, пусть мне все завидуют. Я месяц ходила каждый божий день на пляж. Отдавала ребенка в садик, шла на пляж одна. Потом ничего не делала, заказывала еду, читала книжки. Это как там называется? Ешь, молись, люби. Вот это был полный хюги, расколбас. Я просто месяц ничего не делала. Так все сложилось, что я наткнулась на курсы. Муж мне дал денег, чтобы я пошла обучилась именно на онлайн-ассистента. Прошла одни курсы, потом на инстакопирайтера, потом на СММщика, и потом еще 50 миллионов курсов. Собственно, так я оказалась в итоге в компании, которая занимается производством йогуртов. Компания Йогурт Шоп. Я как СММщик работаю в этой компании уже 4 года. Я удаленный такой сотрудник, как и все, мне кажется, в Сочи, кто работает, живет. Это 80% людей меня окружают. Это фрилансеры, удаленщики. Это люди, которые работают сами на себя. Мне кажется, уже тогда было все довольно в приличном порядке, потому что это же все-таки уже был год до сдачи, до начала Олимпиады, это был апрель 2013 года. В принципе, что сделали, это положили асфальт в самой поляне, потому что этого не хватало. Там раньше прям, то есть по дороге во время дождя, ливня, просто речки по дороге текли. Ну и собственная инфраструктура, все развилось. Построили там аквапарки, рестораны, бассейны. Такого количества, какая деревня в России?
имеет да. такую инфраструктуру. Что еще изменилось? Изменилось количество машин. Пробки, чего не было раньше, это сейчас, да, это большая боль и беда. Очень просят нового мэра как-то решить этот вопрос, но он, конечно же, никак не решает, кроме того, что все время кладет новый асфальт. Из-за этого пробки увеличиваются еще больше. Люди прониклись, что после Олимпиады вот есть тут такой запрос. Ну, то есть не считая сейчас пандемии, конечно, в межсезонье, например, здесь в горах а-ля апартаменты за 500 рублей можно было снять, собственно, и трехкомнатные. Ну да, блин, почему не а-ля не позимовать? Вот закончился там, не знаю, конец марта месяца, в Москве еще гадость редкостная, как бы дождь и снег еще лежит. Вот, а здесь уже хорошо, тепленько, на солнышке загорать можно. По моим наблюдениям, люди сюда переезжают не на длительный срок. Вот как на Бали, да, ездят они на год, на два. Вот примерно такого формата я большинство сейчас и вижу. Сочи – это большой Сочи, я имею в виду тот, который вдоль побережья. И там все же люди такие меняющиеся. Нету сильно стабильной картинки. В моем окружении, по крайней мере, последние года два. Кто-то приезжает, год-два пожили, очень разочаровались какими-то нюансами и уехали. Либо они изначально ехали не на длительный срок. Ну, во-первых, погода, потому что сейчас в сибирских городах стало очень холодно. Раньше было теплее. Вот если анализировать мой город, у меня раньше было теплое лето. Я помню детство, когда в начале июня я уже гоняла в шортах. Меня мама отправляла в санаторий, я уже была в штропсах, в топике. И было реально жаркое лето всегда. Сейчас у нас лета нет. Лето, тут зима, как у нас лето. Я думаю, люди просто устали от холода. Я на поводочке. В Поляне особый воздух. И ты, когда здесь находишься, перестает болеть голова. У тебя прям, ты такой расслабляешься. Мышцы, лица, тело. Ты чувствуешь вот этот кайф. И в чем плюс-то, да, когда ты местный? Что ты раз расслабился на море, раз расслабился в Поляне, съездил. 40 минут до Поляны. Там, у меня 5 минут, я живу прямо возле пляжа. 5 минут до пляжа. И вот ты все время можешь найти ту точку, где ты можешь расслабиться. За этим мы сюда и переезжаем. Поляна, мне кажется, добрее, что ли. Не знаю, горы влияют или как ближе к небушку. Ну, то есть у нас во дворе можно на улице оставить велосипед, самокат, да что угодно, никто это не возьмет. Такая община какая-то, знаешь. Ну, как бы да, ну, как бы дебилов, конечно, хватает, ну, как бы везде. Как бы случается что-то, но в большинстве своем это, ну, как бы 95% людей, это реально, которые в жизни не полезут к чему-то чужому. Есть две категории людей. Те, кто переезжают, ищут здесь работу, разочаровываются, потом идут, обучаются на онлайн-профессии и по большей части начинают работать онлайн. Это те люди, которые часто меняют локации, в итоге потом не задерживаются в Сочи, про тех, кого я рассказывала ранее. И те люди, которые изначально фрилансеры, приезжают сюда, кайфуют, потому что здесь ты точно не заскучаешь, здесь тебе и горы, катайся зимой, здесь тебе море, купайся летом, сапсерфинг, серфинг, куча разных развлечений. Хочешь, ходи в казино, хочешь, ходи в клубы, в кофейни. В общем, ты точно здесь не заскучаешь. А еще здесь, именно вот, например, да, взять Поляну, здесь такое комьюнити. Здесь люди между собой общаются, ходят друг к другу в гости, дружат очень тесно и плотно. В Сочи, я тебе хочу сказать, что поначалу у меня такого не было, но спустя 8 лет у меня точно такая же история. В доме, в котором я живу, мы ходим друг к другу постоянно в гости. Я ужасно люблю наш дом. Я спокойно могу оставить своего ребенка там ночевать у друзей, которые мои соседи. Во дворе у нас жарят шашлык. И ты приехал с работы, припарковался, тебе говорят: Анечка, ну вот, пожарил. Что-то лишнего. Лишнего хочешь поужинать? И ты говоришь: ну, конечно, Пашка, спасибо большое. Ну, вот так, да, то есть какое-то свое свойское какое-то отношение к жизни, оно здесь у меня так сложилось. Очень важный нюанс, который хочу сказать, что все, что здесь сказано, относится только ко мне и к моей истории. У людей, которые переезжают и потом разочаровываются, у них по-другому складывается. У некоторых совсем по-другому складывается. То есть мы говорим только вот про мою историю, мою парадигму и картинку мира. Уже 3 года занимаюсь видеосъемкой. То есть я видеограф, видеооператор. Больше люблю себя называть видеомейкер. И с этой же профессией я и переезжала в Сочи. То есть я планировала этим же здесь заниматься. Здесь это востребовано, безусловно. Я не осталась без работы. Работа есть, ее есть много. Главное знать, что ты хочешь,
Главное намерение и порядок действий. И этот порядок действий я определила еще до того, как я сюда приехала. То есть я когда планировала переезд, я четко знала, вот я приеду, значит, у меня есть вот то-то, 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 что я сделаю для того, чтобы Сочи меня услышал, узнал, увидел. То есть ни в коем случае это не было то, что вот я сейчас такая сяду, царица, и все тут ко мне побегут. Просто знала, что делать, и шла по плану. В основном это либо те, кто приезжает на сезон, это на зимние это инструкторы, на летние это всякие спасатели, кто вот там на море тусит а-ля, живут в какой-нибудь балаганчике, который им там дали, и как бы им кайфово. Ну, есть такие люди, которым хорошо жить. Ну, заработки, по сути. Я ушла, поработала недолго в ресторане одном в Сочи самом, почему я там снимала квартиру. Вот. Не сложилось. Ну, как бы просто был очень классный коллектив, но не очень хорошие владельцы. Я просто очень прямолинейный человек. Если мне что-то нравится, неважно, это мой директор или кто, но я скажу. Я начинала снимать, приглашала к себе в гости, еще когда жила в отеле. Приглашала в гости, писала а-ля тогда ищу контакт, а-ля ищу девочку, красивую девочку, там поснимать, готова бесплатно, ну, ТФП. Так снимала и пошло-поехало. Потом я преподавала в модельной школе фотопозирование. Время и знакомства решают, потому что в один момент я, например, не постеснялась. Здесь же в Сочи зимой проходит Кивин. Это вот. КВНовский фестиваль. Да. И получается, что я написала просто в пиар-службу: здравствуйте, меня зовут Кристина, я классный фотограф, я готова поработать бесплатно, мне просто интересно. Девушка отозвалась, да, говорит, приходите, давайте прям поработаем. Ну, как бы она сначала так немножко опасаясь, теперь мы как бы дружим, вот, и я 6 лет проработала на КВНе, ну, вот здесь. Смотря какую работу ты хочешь найти. В принципе, работа в сфере вот кафе, гостиницы, да, тут это вот навалом, потому что здесь все время кто-то приезжает, тут всегда в ресторанах найдется вакансия официанта, из которой ты можешь дорасти там до администратора этого заведения, например. Тут всегда, мне кажется, потребуется персонал в гостинице, в отеле. Но в основном тут все люди, которые вот вокруг меня вот крутятся, это в основном все вообще, либо да, у них доход через онлайн, либо это просто уже инвесторы, которые с пассивным доходом сидят, живут и ни в чем себе не отказывают. И здесь можно и за 16 тысяч найти квартиру в месяц. Есть такие. Просто, возможно, это где-то подальше от центра, возможно, это совдеповский ремонт, да, и я не говорю, что это плохо, просто кому-то и так комфортно, кто-то не зациклен на этом, да, кто-то, может быть, приходит просто поспать. Я практически все время нахожусь дома, поскольку у меня съемка это где-то ты выходишь, а монтаж это дома, и монтирую я больше время. Еще я очень люблю снимать сторисы, мне тоже важно, чтобы в них было все красиво. В большинстве своем это фрилансеры, конечно, но 60% это тоже людей, знаешь, которые общепит, администраторы, на стойке размещения, которые работают. Вот у меня очень много там, вот, допустим, вот моя подруга, про которую я говорила, что в Катар уехала, она работала HR удаленно, то есть она собеседование по скайпу проводит и все. Ну, как бы, ей хорошо. Кайфовее же здесь пойти в какой-нибудь коворкинг с видом на горы, чем в Москве в серой, и непонятно зачем и почему. Но уезжают очень быстро, потому что либо не нашли работу, либо не приняли в таком объеме, как они себе представляли. Вот человек представлял, что он сейчас приедет сюда, что будет как сыр в масле кататься, что будет все классно. Ну, не нашел он работу, ну, там, не знаю, не сложилось с одним, с другим, или там дело какое-то не выгорело, допустим, какой-то ресторан, кафе, там, не знаю, да тот же какая-то кофейня. Вот, просто, ну, не у всех получается от их ожиданий. Ожидания просто разбиваются о реальность, и люди уезжают. Очень классная шутка. Есть 3 кита, на которых держится успех сочинца. Это народное поверье, но мне кажется, это правда. Это халупа, в которой ты живешь сам со своей семьей, шикарная квартира, которую ты сдаешь, и какая-нибудь шашлычка с магазинчиком у дома. Вот это вот, если у тебя есть эти 3 закрытых слота, ты состоявшийся человек. Ну, конечно, у тебя должна быть крутая тачка. Ну, естественно, это очевидно. Да, это, кстати, тоже белый, потому что конь белый у джигита.
Поэтому нужно иметь белый Мерседес. Не знаю, это не мои выдумки, это рассказанные вещи от людей, которые здесь живут давно, местные, у которых есть халупа, в которой они живут. В Красной Поляне от 4 за 40 минут. А полноценная фотосессия стоит 7-8 тысяч за полтора часа. Я не одна, у меня есть сын. Я переехала с сыном, у меня сыну 7 лет. У меня еще есть мужчина, я переехала с ним, но мы тут произошли некоторые трудности в отношениях, был небольшой разлад, но в итоге мы все решили, разрешили, остались вместе. Но на какой-то период я осталась здесь одна, и когда формировала себя вот здесь как специалиста, как личность, вот вокруг себя окружение выстраивала, да, там доход свой налаживала, это все я делала самостоятельно одна. И очень собой горжусь. Да, у нас есть школа довольно хорошая. Сейчас строят еще вторую в поселке. Есть детский сад. Но проблема в том, из-за большого количества людей, вообще по официальным данным, в самой поляне около 7 тысяч человек. Ну, то есть живет. Но по факту там 1030. Ну, то есть ты представляешь, и этим всем людям, у кого есть дети, как минимум хотя бы один ребенок ходит в школу, да, ну, то есть это реально большое количество. Учатся в двойную смену, утренняя смена и вечерняя смена есть, просто не хватает, кто-то возит прям в Адлер. Вот, у нас просто есть там в Адлере, в Америтинке частные такие детские школы, которые как минимум там начальная школа, там до класса 4, по-моему. Лучше, конечно, зарабатывать дофига. Думаю, на семью около 200 тысяч вполне комфортно. Семья из 3 человек. Это мама, папа, ребенок. Если ребенок, ну, допустим, у меня ребенку уже 7 лет, и ему необходимо уже какое-то дополнительное образование. Здесь, в Сочи, для детей очень много всего. Здесь его можно прокачать прямо кайфово. Мой пошел в IT-школу здесь, что прямо для меня очень ценно. Я очень давно это искала, в Ижевске у нас этого нет, а он заморочен вот по этой теме. IT-школа нам обходится 4200 рублей в месяц. Спорт. Здесь вот все эти олимпийские объекты, они располагают к тому, чтобы отдавать ребенка в большой спорт. Я своего не отдаю, мы просто занимаемся так самообороной, так чисто для себя. Ну, в общем, на ребенка, на все вот эти занятия, развивашки, вот это все, ну, 15-20 уходит. Ну, в принципе, у меня в Ижевске стоило это столько же. Здесь просто изобилие, выбора больше, там практически его нет. Продукты стоят столько же, где-нибудь 15-20 уходит в месяц на еду у нас. Есть что-то с твоей вот любовью к Сочи? Я уже поняла, что ты исключение, ты сразу влюбилась, то есть не так. У меня любовь с первого взгляда, и у меня прямо вот, я приехала, все, у меня уже через 2 недели был первый клиент, и, ну, и как-то все располагало ко мне. Да. Я в поток прямо попала так. Люди, которые живут через, я не знаю, маленькую дорожку от школы, в которой мы подавали документы, и они не пришли 1 апреля, когда был срок подачи документов, они не попали в эту школу, а они живут ровно через дорогу. Они не попали, не успели. Набор, 150 человек берут в первые классы. Не успел ты 1 апреля, езжай и за 3-9 земель вози своего ребенка. Твои проблемы. Ну, в Москве нет такой проблемы. И вообще, опять же, в очереди стояли люди, которые говорили, я вот зарегистрировался на госуслугах и подал там онлайн. Но там же надо, чтобы принимающая сторона-то одобрила это заявление. А в школе, я не знаю, ну, наверное, есть этот компьютер, в котором есть госуслуги, но никто им не пользуется. Там никто ничего не нажимал, все по старинке. Я ему не говорила, что мы переезжаем. У меня ребенок, он очень остро реагирует на что-то новое. То есть, если бы я ему сказала, что мы переезжаем, он бы устроил скандал, истерику, сопли, слезы. Я его приучила уже, что мы все время путешествуем, мы любим путешествовать. Я ему просто сказала, что мы вновь едем в отпуск. И мы сюда приехали, я ему начала показывать город, его возможности. Мы пошли туда на развивашки, туда пошли, здесь. Он ходит по городу, говорит, мам, почему этот город такой красивый? Я говорю, вот представляешь, сын, вот в Сочи такое может быть. Он такой, я бы здесь жил. Я говорю, так давай останемся. Я говорю, да, давай останемся. Очень молодые ребята, айтишники, и они развивают здесь Кремниевую долину. Они пишут новые программы, участвуют в разных тендерах, какие-то суперстартапы запускают, приглашают инвесторов на то, чтобы они одобрили эти проекты. По-моему, это очень интересно. И создают такое ощущение, как будто ты в Европе, потому что все написано. В некоторых заведениях в центре Сочи у тебя есть ожидания. Ты приходишь туда и записываешься в очередь, как в Европе, да, знаешь, чтобы сесть, ты ожидаешь. Так же и здесь. Даже у нас там вон просто ажиотаж в горках.
Меня поразило это. Очень интересно. Ну вот мы в типичной поляне, мне кажется, это очень показательно. Когда я тебе Скажите, написала- есть ощущение, что мы где-то идем в Германии? Но сейчас, как надпись на заборе появится какая-нибудь, мы поймем, что мы в России. Но на самом деле, вот абсолютное ощущение, я теперь понимаю, что здесь все делают. Да, здесь Я бы тоже кайфую. здесь пожила. Вон, смотри, растянула свои трусики и слушаешь их. Да. Слушайте, классно. Ну, правда, такой вот эти горы на заднем плане, реально это какие-то Альпы просто. Здесь очень открытые люди. И если бы ты попросила у ребят из коворкинга, типа, можно я у вас здесь поснимаю, они бы тебе в жизни бы не отказали. И вообще я не знаю людей, которые здесь бы отказали. Наоборот, там, заходи в мой двор, пожалуйста, я тебя приглашаю. Это вполне естественная Но история. это такая южная, наверное, история, мне кажется, нет? Или Тебе в не принципе? кажется? Тебе не кажется? Улица, на которой видно, где столкнулись две культуры. Такая современная, видимо, и местная. Хочется запихать их в автобус и сбросить с горы. Ну, просто их очень много. Ну, это пандемия, конечно, решила. Вот. Ну, я, например, если брать не пандемию, я летом на море не езжу. Я тоже, я тебя поддерживаю. Бархатный сезон. Просто. Да нет, даже в бархатный сезон, что там делать? Там людей просто неведомое количество. Просто какой-то вот космос вообще. Я просто какой-то немножко социопат, несмотря на то, что я работаю с людьми, как большое количество людей я не выношу. Просто. Ну вот мне хочется сидеть. Плюс люди же, у наши русские, они, у них мозг отключается на отдыхе. Ну вот реально, просто они становятся какими-то суперхамами. Здесь всем рады. Тут прямо нет отношения такого, что понаехали, нет какой-то брезгливости. Здесь создан какое-то вот это вот общество людей, которые вот помогают, которые с тобой общаются, которые тебя поддерживают. Много очень чатов. Они распределены по темам, там, по ходу путешествия, здоровье, для мам, там, для мужчин, для женщин. Не знаю, кому что интересно. И ты можешь задать любой вопрос, тебе куча людей просто помогут, расскажут, что, где, как лучше. И тут просто ходишь на какие-то нетворкинги, на какие-то вот такие бизнес-встречи, бизнес-завтраки. И я помню, когда я пошла на свою первую бизнес-встречу, она была тематика для мам. И когда я сказала, я переехала в Сочи там неделю назад, там, ну, просто, знаете, новообращенные меня назвали и похлопали. Ну, то есть тут прямо вот принимают, помогают, не оставляют. Это очень приятно. Местные, те, кто давно здесь живут, у них есть своя бабушка Сирануша, которой они ходят покупать овощи, и у нее для них своя цена. И эта своя цена, конечно, не 600 рублей, которые для тебя. Вот и все. Когда ты здесь давно живешь, у тебя есть определенные люди, где ты покупаешь овощи, где ты покупаешь мясо. У тебя есть определенные люди, ты на рынке знаешь, куда идешь, и все. Люди, которые переезжают, в первую очередь должны пожить здесь несколько месяцев, чтобы узнать, какой же район им больше по кайфу, какой им подходит. Мацеста — это тоже определенный район, в нем там определенный ценовой сегмент. Поэтому там определенный класс людей живет. В смысле, он... Ну, ниже, конечно, чем в центральном Сочи. Ну, неправильно так выражаться, но там дешевле Мне квадратный метр. Мне Вот интересно, так. что это влияет тоже на цены. Получается, Конечно, каждый район, он, конечно. Там дешевле квадратный метр, чем в центральном Сочи, в самом центре. Да, где. Поэтому там, ну, соответственно, другая публика. В Хосте там еще, наверное, дешевле, чем... Хотя сейчас я не знаю, что значит дешевле. Сейчас везде очень не дешевле. Но говорим, да, до вот эти вот ковидные и вспышковые времена. Хоста — это другой район города. Есть Дагомыс, это на выезде из города, когда ты выезжаешь в сторону Краснодара. Очень красивый застраиваемый район. Там везде разная местность, именно там горная, да, вот, например, я живу в достаточно вот таком горном районе, потому что у меня вот такая гора, Лысая гора у нас есть. Ты пока едешь туда, ты можешь 300 раз перекреститься и умереть, пока доедешь. Там вот такая вот гора. Двустороннее движение вот на такой вот узенькой тропинке. Там дешевле, например, недвижимость, потому что, ну, попробуй ты туда заедь, и там каждый день теряешь нервы. С другой стороны, видовая история. С другой тоже, стороны, да, там очень красивые виды. В Дагомысе там ровненько. Там часто пенсионеры себе выбирают недвижимость, потому что не надо никуда поднимать. Очень классный район Мамайка у нас есть. Он такой немножечко элитный считается, но он спальный. Прямо возле моря. Очень классно. Там река, супер здорово. И много новостроек, не сильно оляпистых. Это тоже, знаешь, архитектура Сочи – отдельный вопрос. Ты говоришь, что ты была, да, в центральном Сочи? Да. Ты, наверное, заметила, что нету вообще понятия архитектурного единства.
безупречная вода, пью из крана. Мне после моего Ижевска, в котором вода воняет, в которой, знаешь, ты выходишь из душа, и тебя вот как это... И хочется там просто вылить все, что у тебя есть, вот весь крем, что у тебя есть, хочется вылить. Здесь такого вообще нет. Я пью из крана, наслаждаюсь, мне вкусно. Но у меня нет прямо такой любви к морю, чтобы купаться, именно прям купаться. Мне важно хотя бы просто находиться рядом и слышать вот этот вот шум прибоя. Особенно, когда оно очень-очень спокойное, и ты вот эту вот тишину вот эту ловишь. А если и приплывут дельфины, то это вообще блаженство. Я стараюсь каждое утро ходить на море. Я люблю раннее утро, я просыпаюсь очень рано. Для многих очень рано, кажется. И одеваюсь, иду гулять на море. Я просто в какой-то момент поняла, что вода – это мой ресурс. Самая максимально моя близкая подруга, которая здесь была, уехала в прошлом году в Катар. Она работала здесь в оргкомитете в Олимпиаду, и ее позвали в FIFA. Следующий же чемпионат мира по футболу будет в Катаре. Вот, и ее позвали туда работать. И вот она переехала, как бы это был максимально мой близкий друг, она переехавшая из Петербурга была. Вот так сейчас как бы хороших знакомых и местных, и всяких разных. Ну, то есть как бы и приезжих, и местных выше крыши. Ну, то есть я очень много кого знаю. Я говорю, нравится в Сочи еще такой фактор, что очень много семей, даже в преклонном возрасте, начинают выходной день в кафе. Это прям классно, да? Сел, там кофеечек попил, сел, круассанчик поел. В Сочи есть такое заведение, называется кафе Неро. Оно с 95-го года открыто. И там приезжаешь, там стоит женщина, которая, по-моему, с 95-го года там и стоит. То есть там прям вот такая вот атмосфера, вот очень старого такого Сочи. И там всегда полная посадка с 9 утра. Там сидят все, кофе на песке, сваренный, пьют, вот просто наслаждение жизнью. Дольче вита, по-другому не скажешь. Мне, честно сказать, даже после Москвы очень так сложно принимать нынешние цены в ресторанах, в кафе, потому что, они реально большие. Я думаю, для людей, приезжающих из других регионов, это вообще гигантские просто цены. Учитывая столовую просто. В общем, дорого здесь. Я вот что хочу. Здесь дорого сейчас. В курортных местах, в местах общепита, прям вот недешево. Я спрашивала, мучила Кристину, говорю, где же местные-то едят, пьют, живут, празднуют, я не знаю. И мне поэтому стало интересно, вот на твой взгляд сейчас прожив, вот примерно, вот чтобы нормально здесь жить, сколько денег в месяц уходит? На человека или на семью? Давай возьмем семью, мама, папа без детей, просто муж-жена, муж-жена. Видишь, все зависит от твоих, запросов, собственно. Если есть в столовой, то, мне кажется, можно прожить 1070, наверное. Потому что это 30 у тебя... Да. То есть 30 тысяч у тебя будет стоить квартира, допустим, в среднем, будем говорить, потому что, это в Сочи. В Поляне это средний, это 40. Квартира в Поляне стоит. То есть это однушка, либо как евродвушка говорят, там, допустим, это спальня с гостиной. Я думаю, что минимально 1070 можно прожить, если не ставить себе какие-то заоблачные представления вообще, и как бы во всех развлечениях там иметь, допустим, ходить просто в горы, там, куда можно бесплатно пойти, заплатить там 50 рублей за посещение а-ля заповедника, и все. Да. А если ходить по ресторанам и, я не знаю, мне кажется, у нас на семью уходит больше 200 тысяч в месяц. И это еще без детей, которые без детей. дорого. То есть это минимум. Это минимум. Снимаю жилье, да? То есть я, прежде чем переехать, я изучила рынок. Какое здесь жилье, сколько оно стоит, и которое жилье приемлемо для меня, для моей комфортной жизни. И, конечно же, это в 2 раза больше, чем в Ижевске. Потом продукты, стоимость продуктов я не заметила, что дороже. Кафе, конечно. Кафе дороже, еще есть такая проблема, что не факт, что вкусно. Вот так вот приходишь в кафе, садишься, салат за 600 рублей, даже боишься его заказать, потому что вдруг говно. То есть если в Ижевске я спокойно вообще практически каждый день кушала в кафе, там завтраки, обеды, прямо мои любимые такие трапезы, то здесь я в основном дома. Ценник, он всегда как бы один, и нет таких типа секретные места для своих. Туристы не знают. Честно, особо такого нету, просто в большинстве своем, если ты местный, у тебя уже просто есть скидочная карточка процентов на 20-25 и все. И поэтому поднятие цен для тебя
Ну и ладно. 28 января я приехала сюда, в Сочи. Нашла быстро себе жилье, прямо на следующий день. Потрясающее жилье. Я живу в 3 шагах от моря. Вот прямо вышла, направо, налево море. Сейчас летом будет сдаваться посуточно. Соответственно, я 25 мая освобождаю эту квартиру. Остаюсь без жилья. Это вот нормально, кстати, что... Здесь это нормально. Это было обговорено изначально. То есть изначально они предупреждают о том, что я здесь только до такого-то числа. Бывает, что вот сумма аренды плюс депозит либо 100%, либо 50% еще бывает. И комиссионных больше 50% я не встречала. Но я вообще фартовая. Мне очень повезло. Я сняла жилье без риэлторских. То есть я вышла на хозяйку тут же. И там депозит был даже меньше, чем половина стоимости за месяц. Разочаровываются. Ну, давай, допустим, возьмем пример прям конкретный. Вот семья из Москвы, 2 детей. Девочка, возьмем школьного возраста, там, лет 9, и ребенок 3 лет. Чтобы ты 9-летнего своего устроила в школу, пройди, пожалуйста, 9 кругов ада, чтобы жить в раю. Ну, где-то найди временную регистрацию себе оформи, желательно официальную, а не купи, потому что тебя будут проверять. Только благодаря этой временной регистрации сутки до подачи ты будешь стоять ночь в очереди. Это я в этом году просто на себе испытала. Чтобы подать в школу документы. Какие госуслуги? О чем вы? Что такое онлайн-подача? Нет, у нас все по жестиксу. Все сразу. Идти, вот это все лично. Лично ночью мой муж в 6 утра пошел записываться, и мы были 45-ми. Вот. Слушай, ну а вот эта вот история, мне кажется, она здесь тоже сильна, вот это вот Вась по-братски. Да, вот да, это один из брат. таких столпов, на чем держится Сочи, да, только через знакомых. Я тебе сама скажу, что все, что я делаю здесь, я делаю только через знакомых. По-другому я никак. Я в школу попала, честно. Надеюсь, выйдет уже после. Только через знакомых. Только через знакомых. Я работу получаю тоже через знакомых. Все вот на этих рекомендациях. Сарафанное радио, оно везде работает. Про минусы. Вот попасть в школу сложно. Детский сад. 50 человек в группе. Как тебе? Удобно? Комфортно? И одна няня. Нет, я говорю про гос, да. Частных нет такой ситуации, но опять же, частные 25-30 тысяч стоит детский садик. И у тебя должна быть соответствующая работа, чтобы это себе оплачивать. Про аренду сейчас и стоимость квадратного метра я в принципе говорить не буду, да, то, что он... Скажи, а мы не в курсе, вот, кстати. А вы не в курсе. В Москве дешевле. Да. У меня мама хочет переехать, думает переехать, но уже передумала. 26 квадратных метров в районе, где я живу, это улица Виноградная, в месяц 100 тысяч рублей. Это аренда. Аренда, да. Купить 300 тысяч рублей квадратный метр. Так, в этом я сейчас районе. поняла этот секрет финансового успеха. Надо было лет 10 назад Да, в Сочи конечно, покупать и да. сдаваться Да. сейчас. Халупу, в которой ты живешь, ты у себя оставила. А здесь купи, пожалуйста, квартирку у моря и сдавай, да. Да. Но это так повлияло закрытие границ. Как только их откроют, я надеюсь, что это как-то... Нет, это еще повлиял мораторий на строительство, потому что сейчас введен таковой. Нельзя строить жилые комплексы. Можно только вот частные дома на участочках ИЖС строить, а жилой комплекс, к сожалению, строить нельзя, и поэтому мало недвижимости, большой спрос. Вот такая вот цена. Как только расстроится там побережье в районе ЛОО, Лазаревки и так далее, все надеются, что упадет немножко. Просто разрастется. Ну да, как в Москве было, да, то есть центр был, потом замкада. Тут то же самое, принцип тот же самый. Все хорошо. Кроме туристов, которых здесь толпы. К этому никогда не привыкнешь к этому. Действительно, к этому невозможно привыкнуть. К тупости реально приезжих людей. Просто, пожалуйста, не отключайте мозг, когда вы приезжаете в Сочи. Здесь живут люди местные, и для них это сложно. Вы представляете, что когда у вас в город приедет кто-нибудь из какого-нибудь соседнего города и будет в труселях ходить на главной площади? Что вы будете делать? Вы вот так вот сделаете, и все. Взаимоуважение какое-то имеете. Не все, к сожалению, на отдыхе помнят об этом. Меня бесит, то, что здесь местные, которые вот прям местные, они на самом деле, честно, не любят туристов. Есть слово «бздых», которое обозначает турист. И они вот прям... Ты начинаешь с ними обсуждать что-нибудь, они говорят: да, эти туристы задолбали, вообще бесят эти туристы. И ты думаешь, как же так? Он же тебе денежку-то приносит. И он это понимает, он принимает это. Но в обсуждении между собой обязательно обосрет. Обязательно что-нибудь не то скажет. Поэтому меня вот это вот в местном
местном менталитете, наверное, до сих пор не могу принять. У меня даже такой фактор. Вот в этом году, я тебе честно признаюсь, из-за того, что очень большой поток переезжающих людей, не отдыхающих, а переезжающих, у меня прям какое-то внутреннее негодование даже было, что, ну вот пробки, да, что там в садик не попадешь, в школу не попадешь. Они все раздражаются, начинают обсуждать, что вы лезете, там в очереди толкаться. Ты чувствуешь, как будто ты вот попал в какой-то рынок. У меня было такое ощущение буквально, ну вот 1 мая. Вот я его словила, с мужем как раз делилась. Но я думаю, что это временное такое. И такое было и в 2014 году наверняка. Я просто была настолько под впечатлением от Олимпиады и всей этой атмосферы, что я просто не заметила. Здесь до конца жизни видишь или нет? Нет. Нет, ты что, вообще. Еще через пару лет здесь будет просто... Переедет вся Россия? Да, просто переедет вся Россия. Поэтому, ну, как бы, блин, то, что было и то, что стало, это вообще unreal. Блин, реально какая-то, знаешь, параллель. Вот я не была на Бали, но я знаю 100-500 тысяч историй таких же, что Бали уже не тот. И мне кажется, это очень похоже, да? То есть ты едешь за каким-то спокойствием, за атмосферой, а потом все едут за этим же. И... Да. Ну, как бы, как говорят, что Москва не резиновая, вот Красная Поляна тоже не резиновая. Уже пробки в деревне. В смысле, ребят? Мне кажется, это не конечная точка. Мне кажется, что это начало моего пути какого-то такого образа жизни странствовать. Мне нравится путешествовать, и мне хочется попробовать жить за границей, но переехать за границу сразу страшно. Поэтому вот это вот такой шаг, да, то есть тут ты вроде бы как бы в России, и тебе более-менее комфортно, что если что, до дома недалеко, и свой язык, все законы, которые ты и так знаешь, и так понимаешь. Но я уверена, что будет еще что-то больше. Сейчас планов особых нету. Но честно тебе сознаюсь, когда начались вот эти странные движения с недвижимостью, мы очень переживали, как и многие, да, какая ситуация сложилась. У многих людей пришли собственники и говорят: ребят, все, у вас 3 дня, вы все съезжаете. Вы снимали за 25, теперь вы будете снимать за 80. Не готовы платить? Ваши проблемы. И это настолько здесь стало повсеместно. У меня 5 это таких с семей. карантином. Это вот сейчас, с майскими. Это ровно вот сейчас, да, перед сезоном. Ужасная ситуация у 5 моих знакомых семей с детьми. Не было. Это вот только в этом году вот так. Все решили резко заработать. Как только объявили, что все границы закрыты, ты в Турцию не сможешь поехать, поезжай в Сочи, случилось вот это. У меня немножечко другая история, потому что у нас договор не с физлицом, а с юрлицом. Нам, правда, повезло, и у нас там фиксированная оплата, много лет, никаких проблем фу-фу-фу у нас нет в этом плане, но я переживала. И мы начали с мужем говорить, а где бы мы еще могли жить, кроме как не в Сочи. Вот я съездила в Калининград, подумала: ой, классно, может быть, но там для меня холодно. Ну, наверное, только Израиль с моими еврейскими корнями мне бы подходил. Кристин, да. Вот смотри, если бы сейчас кто-то собирался переезжать сюда, что бы ты ему сказала? Не переезжайте? Имейте хотя бы 10 миллионов с собой. Подожди, в основном счете. Это при условии, если у человека нет желания работать дальше. Хотя бы иметь, ну не знаю, миллиончик на первое время. Для чего? Ну, хотя на бы, что миллиончик уйдет? Как минимум найти квартиру, поселиться, создать себе комфортные условия для хорошей жизни. А ну, если в смысле, ты чтобы у тебя было работаешь? НЗ. Работаешь, ты приехала сюда, ищешь работу. Тебе все равно время как бы надо. Сейчас удаленно, ну как бы не знаю, принимает, не принимает на работу. Ну, все очень относительно. Если тебя примут удаленно на работу, и ты сразу же приедешь сюда, а еще же всякие там типа испытательные сроки есть и тому подобное. Ну, то есть на первое время, чтобы тебе было хорошо и себя ни в чем не ущемлять. Ну, блин, ну хотя бы 500 тысяч. Короче, ты сейчас про деньги. Как я со $100 не надо. Ну ладно, у тебя была молодость, оно на то и надо иногда. Детство в жопе было ведь. Ну а если просто, у тебя все хорошо, есть работа, все. Вот хочу просто жить, в комфортных, прекрасных условиях. Есть какие-то рекомендации от тебя, как от динозавра уже местного? К чему готовиться? Или все равно. Завести друзей, с кем-то пойти и познакомиться, чтобы тебе кто-то рассказал, что, как, где, куда, как тут все устроено. Куда идти, куда не идти, где можно на кого-то напороться, чтобы тебя надули или что-то в этом роде. А эти же самые люди не будут пытаться на тебе нажиться? Ну, всегда же можно найти кого-то. Ну, это же мир, это, как там говорят, 10 рукопожатий. 3-й, 5-й через 10-го. Как ты меня нашла? Ну, как? В общем, больше общаться. Ну, вот, да, наверное.
Хорошо. Спасибо тебе большое. Красота вот такая вокруг. Я хочу дать самый главный совет, это чтобы было четкое намерение. Намерение того, что ты искренне этого хочешь. Четкое понимание того, что ты будешь здесь делать. Что ты сделаешь для того, чтобы этот город тебя увидел, услышал, чтобы ты нашел здесь себе доход, окружение и так далее. И это важно продумать заранее. Не когда ты приехал и ходишь, ищешь, а как-то сейчас можно все заранее посмотреть по хэштегам, по инстаграмам, по блогерам. Это все, это информации столько, что ее можно впитывать. И мой совет просто быть четко уверенным в том, что ты это хочешь, и знать, что ты будешь делать, когда ты сюда приедешь. Честно, я правда не вижу места класснее и лучше, чем Сочи. Мне здесь очень-очень хорошо. Вот, посмотри, как здесь очень и очень хорошо. Вот. Ну разве можно отсюда уехать, когда здесь так?